Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу турецкие узоры. В этом видео я буду вязать вот такие вот женские тапочки, полностью связанные спицами. В предыдущем видео такие же вязала, только мужские и тунисским вязанием. А в этом будем вязать женские. Значит, мужские отодвину, чтобы они нам не мешали. Сразу покажу. Уже показывала его, но еще раз, это было в предыдущем видео. Вот по такой схеме я буду вязать. Цвета у меня белый, розовый, красный. На красный цвет я взяла еще одну ниточку, немножечко потоньше основного. Боковые стороны подошву я буду вязать в 2 сложения ниточкой. А вперед вот этот вот жаккард я буду вязать как обычно. Значит, это у меня акрил стопроцентный, в 100 граммах 240 метров. Мысок начну я вязать с мыска. Мысок я буду вязать спицами номер 2,5. А боковые части буду вязать спицами номер 3. Вы можете номер 3,5 взять спицы. Ничего страшного. Эти тапочки у меня получились на размер 38-39. Они хорошо тянутся, поэтому вот так вот. Значит, здесь вот такой вот узорчик. Не знаю, как он называется, как всегда. В запасах у себя нашла. Ну что, начнем. На спицу номер 2,5 наберу 18 петель. Обычным способом. Набираю 18 петель и первый ряд провяжу изнаночными. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 петель. Первый ряд вяжем изнаночными. Первую сниму. До конца ряда провяжем изнаночными. Первый ряд узора, лицевая сторона, кромочную сняли. Один накид делаю красным, одну лицевую красной провяжу. 2 красных получилось. Подключаем розовую нить, 2 розовым. Дальше 2 красным, 2 розовым. Все вяжем лицевыми, 2 красным, 2 розовым, чередуем до конца ряда. И также сделаем одну добавку в конце ряда. Две красным, 2 розовым вяжем. В конце ряда одну провязываем красным, одну сделаем добавку и последнюю кромочную. Второй ряд изнаночная сторона вяжем по рисунку, по узору. Добавок здесь не делаю. Все изнаночными по рисунку. Красный над красным, розовый над розовым. Так вяжем до конца. Третий ряд узора я подсоединила белую нить и сразу провела ее через кромочную. Одну сделаю добавку белым цветом. Следующие 2 петельки розовым.
2 розовым, 2 белым, 2 розовым, 2 белым. Так будем идти до конца ряда. Две розовым, 2 белым, 2 розовым, 2 белым. Довязываем третий ряд до конца. 2 розовых, 2 белых, 2 розовых, 2 белых. В конце сделаю одну добавку белым цветом, кромочная белым. Следующий ряд, это 5-й ряд, изнаночная сторона, будем вязать по рисунку. Розовый над розовым, белым над белым, все изнаночными. Потом эти хвостики все поподтягиваем, попрячем их. Розовый над розовым, белый над белым. Все, и дальше будем чередовать ряды. Красный, розовый, с розовым, с белым. 3 цвета эти будем ряды чередовать так до конца. Довязываем ряд до конца. 5-й ряд узора. Буду вязать его с накидом. Первую кромочную сняла. Я сразу в конце ряда по изнанке протягиваю ту нить, которая будет начинаться, первая петля каким цветом будет начинаться, я ее протягиваю. Не всегда, но по мере необходимости. Значит, кромочную сняла. Первую сделаю розовым накид. Еще одну розовым провязала. 2 розовых, 2 красным, 2 розовых, 2 красным. Две розовым, 2 красным. Повторяем первый ряд. Две красным, 2 розовым. Так вяжем до конца ряда. И последние 2 красным, 1 розовым, 1 добавку сделаю и 1 кромочная. Все. Значит, следующий ряд по изнанке буду вязать по узору. Накидов делать не буду. Сколько у меня петель здесь получилось? 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 петли. Всего у меня будет 28. Значит, еще 2 раза я сделаю по 2 накида. Сделаю я их теперь через ряд, а потом еще через 2 ряда по добавке. Дальше что мы будем делать? Сейчас провяжем по изнанке по узору. И дальше будем чередовать ряды. Первый, второй цвета. Ой, накид слетел. Ну ладно, подниму его сейчас. Все, узорчик очень простенький, поэтому показывать весь мысок я не буду. Изнаночными по изнаночной, изнаночными, по лицевой лицевыми. 2 цвета в одном ряду идет. Меняем их. Розовый, красный, красный, розовый. Так провяжем до конца ряда. Вот такой вот получается. И далее начнем откуда? Вот опять со второго ряда. Розовый, белый, розовый, белый. Вот, будем менять ряды. Провяжем нужную нам высоту. Сейчас я скажу, сколько я сантиметров провяжу. Я, правда, уже пуговицы пришила. Ну ладно.
клеточек я провяжу 10 сантиметров, где-то 10 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 строчек с клеточками я провяжу. Давайте их провяжем. Будем повторять ряды один за другим, менять ряды. А потом уже начнем делать отворот и все остальное. Еще раз схему. Схему я опять же поставлю в сообществе вместе с фотографией. Но многие сказали, что у вас схема не показывается, не открывается. Я не знаю, девочки с Испании, с Германии, у всех фотографии пооткрывались. Значит, это не у меня проблемы. Проблемы где-то в другом месте, почему не открывается. Ну или же, как всегда, в Одноклассниках под фотографией можете схему переснять. Закончила я вязать клеточки. Значит, что я сделаю дальше? 7 рядов провяжу лицевой гладью. С лицевой стороны лицевыми петлями, с изнаночной стороны изнаночными петлями. 7 рядов провязала. С 8 ряда я буду делать вот этот вот отворот. Он будет у меня сантиметра 3 где-то. Я его буду вязать платочной вязкой все лицевыми петлями. Первую петельку снимаю. У меня на спице 28 петель. Следующие 2 в начале ряда, в самом первом ряду я провяжу вместе. Лицевой вместе провяжу и также провяжу в конце. Это здесь у нас будет перегиб. Все. И потом по одной петельке еще в самом последнем ряду закрою, чтобы закруглить этот отворот. Вяжу все лицевыми. Сантиметра 3 провяжем. Закроем петли. Потом будем обвязывать мысок. Обвяжем отворот, обвяжем мысок. Ну, а потом уже перейдем к подошве. Вяжем лицевыми до конца. Вот последние 3 петли, одна кромочная и 2 петельки я провяжу вместе лицевой. И кромочную. Все, по лицевой опять вяжу лицевыми. Все, будем вязать лицевыми. Все, вяжем лицевыми наш отворот. Довязываем отворот. Последний ряд. Петли закрою обычным способом. По 2 петельки закрываю. Так, нить обрежу я здесь. Так, что у меня получилось? Сейчас я сразу в сантиметрах померяю. 15,5. Полностью вся длина с отворотом у меня получилось 15,5 сантиметров. Вот так вот, а потом отвернем. Теперь что я буду делать дальше? Значит, смотрите, вот первый ряд был, где мы с изнанки вязали, платочкой начинали вязать. Вот отсюда я сразу начну обвязывать отворот наш. Один раз обвяжу крючком и обратно вернусь в
шов проложу. Один ряд пройду крючком, дойду до первой платочной вязкой, до первого ряда платочной вязкой. Крючком столбики без накида, сильно не затягивая. Обвязываем крючком, вяжем. Довязала до последнего первого, то есть ряда. Теперь возвращаюсь обратно. С петельку так протянем. И под обвязкой я провяжу шов под вот этим вот крайним рядом. Возвращаюсь обратно, вытягиваю по одной петельке. Вот так вот. Захватываю и протягиваю. Сейчас я более развернусь. Уплотним этот отворот, чтобы он не заворачивался. Вот по 2 дужки вводим, захватываем ниточку и протягиваем петельку. Такую косичку прокладываем. Под крайние 2 дужки. И так дойдем до конца. Потом начнем набирать по мыску петельки. Так вот это получается, вот так вот выглядит. Так, обвязываем наш отворот. Все понятно, да? По одной захватываем, протягиваем. Дойдем до первого ряда платочной вязки. Довязала, проложила шов до последнего ряда. Дальше у нас начинается вот эти вот 7 рядов, которые я первые вязала. Вот это первый ряд, где мы уменьшали и сокращали одну петельку. Теперь что я сделаю? Переворачиваю. И начиная с крайнего 7-го ряда, который мы закончили, протягиваю обратно эту петельку. Вот так сюда вытянула ее. И буду набирать здесь петли для бортика мыска. Пока буду набирать в одну нить, а возвращаться буду в 2. Сейчас наберу на спице номер 2,5, возвращаться буду в 2 нити и спицами номер 3. Все, вот начало. Смотрите, 7 рядов я вязала. Самый первый ряд я начинаю набирать петли. По всему мыску. С каждой стороны от середины и до конца 7-го ряда наберем одинаковое количество петель. Под 2 дужки захватываю петельку, набираем. Все, идем до конца, набираем петли. Набрала петельки до конца, до начала платочки, до начала отворота. Переворачиваю. По изнаночной стороне я начну вязать бортик в 2 нити теперь. Набирала я в одну, теперь буду вязать в 2. Возьму спицы номер 3. Если у вас нить толстая, можно взять 3,5. И все буду вязать платочкой. Вот буду вязать отворотик, бортик. Сколько у меня здесь рядов? Не считая наборного. 1, 2, 3, 4. 4 ряда у меня. Это на 2, 8 получается, да? В общем, опять же, где-то 2,5 сантиметра. Где-то так. Так. Сейчас первую сниму. Все, дальше весь тапочек буду вязать в 2 нити. Все лицевыми.
Все, идем, вяжем по кругу. У меня получилось, сколько я набрала? 65 петель. По мыску я набрала. Все понятно, да? Вяжем теперь боковые стороны мыска все лицевыми петлями. Ну, дальше я лицевые петли показывать не буду, понятно. Набрали петли, и дальше вяжем все лицевыми. Провяжем высоту, желаемую высоту, вот сколько, опять же, замеряю себя. 2,5 сантиметра, вот они заканчиваются. У меня 2,5 сантиметра это. Провяжем, встретимся. Закончила обвязывать мысок. Переходим к подошве. Подошву буду вязать на 13 петлях. Потом через ряд буду делать прибавки. Расширю до 17. Узор по подошве будет простой. По лицевой стороне будем все ряды вязать изнаночными. По изнаночной стороне все будем вязать одна изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. Первый ряд начну вязать с изнаночной стороны. 13 петель у меня на спице. Также продолжаю спицами номер 3 или 3,5. Одна кромочная, первая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Последнюю петельку буду закрывать по изнанке лицевой. 2 вместе провязываю лицевой. Развернулись. Все вяжем изнаночными. Первую снимаю. Все вяжем изнаночными. Последние 2, одну с боковой спицы, одну с подошвы, закрою изнаночной. Все вяжем изнаночными. Последняя петелька, переношу ее на эту спицу, 2 вместе провязываю изнаночной, по лицевой стороне закрываю изнаночной, переворачиваю. Теперь сделаю одну прибавку, потом в каждом изнаночном ряду еще по одной прибавке сделаю. Всего у меня будет 17 петель. Прибавку просто вот так вот набрасываю, все. Ну, вы делаете удобным для вас способом. Я вот набрасываю, перекручиваю петельку. Продолжаем. Теперь что у нас? Одна изнаночная. Так и продолжаем вязать. Одна изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. И также добавлю петельку в конце ряда. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Так, эти 2 мы будем провязывать крайние вместе. Теперь что я сделаю? Добавлю, наброшу одну петельку, подтяну, 2 вместе провяжу лицевой. Все, развернулись, и по лицевой стороне вяжем все изнаночными. Так будем продолжать закрывать, пока у нас не останется, до последней петельки дойдем. Закроем вот эти вот все петли с боковой стороны. Все, лицевая сторона, все вяжем изнаночными. По лицевой стороне буду закрывать 2 вместе изнаночной, по изнаночной стороне крайние 2 вместе закрою лицевой. Узор по лицевой стороне, все петли вяжем изнаночными, по изнанке резинка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот и весь узор.
Все, последнюю. 2 вместе. Вяжем подошву, закрываем до конца мыска, дойдем до конца мыска, встретимся, начнем, наберем немножечко петель и провяжем остальное полотно. Вяжем. Довязала я подошву до конца, закончила. Теперь буду с боковой стороны набирать петли. Такой мысочек получился. Я с каждой стороны наберу по 10 петель. Всего будет 37 петель. Что хотела сказать по поводу размера. Значит, у меня 38-39. Он хорошо тянется. Если размер нужно будет 37-38, меньше 38 размера, что мы сделаем? По мыску, когда будем вязать мысок, на пару петель провяжем меньше. У меня 28-26. И длину тапочки по длине тоже провяжем покороче. Ну и, соответственно, по подошве я набрала 17, вы можете набрать 15 тогда. Если же размер 40, допустим, вам нужен, вяжем точно так же, может быть, на один рядок длиннее. Вот так вот. Так, набираем петли. Теперь, как обычно, все. Под 2 дужки ввожу и вытягиваю ниточку. Так, раз. Два. Так, с боковой стороны набрали. Теперь дальше что мы сделаем? Смотрите, вот это вот у нас отворот идет. Платочком мы его вязали. Перед ним у нас была лицевая гладь, чулочная вязка. Вот первый ряд, то есть последний, если снизу считать, последний 7. Вот мы за каждую вот изнаночную петельку будем поднимать петли здесь. Вот изнаночные проходят. Вот раз, два, три. Они разделяются, платочка и чулочная вязка, вот между ними такая бороздка есть, они разделяются. Вот за каждую поподхватываем и доберем петельки с этой стороны. Четыре. 5. 6. 10 петель я наберу. Если хотите тапочек поглубже, повыше, можете, у меня 37, нитка у меня двойная, поэтому 37 петель. Можете набрать 39. Опять же, ориентируйтесь по ширине. Так, вот так по одной набираем петельки. Где мой? Девять сантиметров. Ну, растягивается. Он не сильно высокий тапочек получился. Померила. Так, добираю петли, дальше иду. Наберу петли и вернусь изнаночными обратно все. И точно так же наберу с другой стороны. Набираем петельки. Набрали петли и обратно возвращаюсь по лицевой, как мы вязали, все изнаночными. Все вяжем изнаночными, провяжем здесь изнаночными и начнем набирать с этой стороны. Провязали изнаночными, точно так же набрали с левой стороны петли. Теперь с изнаночной стороны будем вязать опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Значит, петли подошвы у нас начиналась у меня с изнаночной. Первая была изнаночная, это была у нас кромочная. Теперь кромочная у нас будет лицевая, изнаночная, лицевая. Считаем.
изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так посчитаем до начала, с какой петли вам нужно будет начать. Вяжем все по рисунку. Лицевой над лицевой, изнаночную над изнаночной. Изнаночная, первая кромочная, она у нас будет лицевая, получается. Все, и так провяжем до конца ряда. По лицу опять пойдем мы вязать изнаночными. И будем вязать до начала пятой. Все, лицевая и изнаночная, петельки набрали по бокам. Теперь вяжем полотно, боковушки. Так что у нас тут лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, теперь набранные петли. Последняя у нас была лицевая. И поехали дальше. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Друг за другом чередуем их. Все. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Вяжем до конца. Дойдем до пятой. Я к вам вернусь. Лицевая. Вяжем. Закончила вязать боковые стороны подошву. Дошла до пятой. Так что у меня здесь получается? Ну, вот натяжечку 24,5 сантиметра. Пятую буду вязать 9 петель оставила на пятую. По 14 по боковым сторонам. Вязать буду ее платочной вязкой. В этот раз только все буду вязать изнаночными. Изнаночными вот прошла. Все, буду вязать, пока не останется, не закрою здесь все петли. Крайние петли буду закрывать по 2 вместе изнаночной. По лицевой стороне изнаночной. По изнаночной стороне лицевой. Перевернули. Вяжем платочной вязкой пяточку. Последние 2 петельки закрою лицевой. Так что у нас здесь последняя петелька. Переснимаю на спицу ее. И 2 вместе лицевой. Все, дальше буду продолжать всю пятку изнаночными вязать. Вот, довяжем ее до конца, встретимся. И просто обвяжу, отсюда начну и закончу возле отворотика. Просто проложу шов в этот раз. Двойной ниткой проложу шов, обвязывать ничем не буду. Заканчиваем пятку. Закончила вязать пятку, закрыла петли, обрезала нить. Теперь привязываю вот здесь с изнаночной стороны ниточку. Потом вот этот вот кончик, подтянем его хорошо и спрячем внутри там. Что делаю дальше? Последний шаг, который мы делаем. По 2 дужки захватила. Под вторую дужку опять захватила. Сильно не затягивайте. И протянули. Все, так пройдем по всему тапочку. Опять же, плотность вязания у всех разная. Метраж ниток все равно у вас может быть другой. Поэтому, если есть возможность, примеряйте тапочки или же по сантиметрам вяжите длину, ширину подошвы, чтобы не было потом у меня широко получилось, у меня узко получилось. Я вот как связала, на какой размер у меня выходит, то я вам и показываю. Ну, а вообще, кто вот первый, ну не первый раз, только начинает вязать, свяжите 1-2 пары в виде образца, а потом под ним уже можно будет как-то ориентироваться, рассчитывать петли. Даже если у вас получились, связали тапочки большие или маленькие, их всегда можно подарить, продать, ну или же оставить себе в виде образца. Так что вот так идем до конца. Так, вот
Такое плотненькое дело получается. Дойду до самого отворота. И там в конце опять же подтяну последнюю петельку, чтобы она не топорщилась. Вот эту вот подтяну. И вот спрячу вот сюда, вот на изнанку примонтирую. Все, обвязываем тапочек. По 2 дужки захватила. И так до конца. До конца показывать уже не буду. На этом, девочки, сегодня все. Всем легких петелек. Спасибо за просмотры. Всем здоровья, мирного неба над головой. До новых встреч. Новые тапочки уже вяжутся. Вот такие тапульки получились. Всем пока.